Польское радио на русском. Здравствуйте, это Польское радио на русском. И сегодня у нас очень интересный гость, многолетний корреспондент Польского радио в России Матей Ясtrzębski. И поговорить мы хотим с ним про то, что происходит в современной России, почему она так скатилась в, можно сказать, ну, такой фашизм. Не знаю, можно ли это так назвать, но, по крайней мере, такие оценки я слышал. И может быть, в начале первое питание относительно того, что происходит. И как бы Кремль, Путин говорит официально о том, что вот он за мир, они за переговоры, но мы видим, что очень много делается всего, что свидетельствует о том, что война продолжается. Так хотя бы вот недавнее решение о резервистах. И я вот хотел спросить это, что это такое? Это какая-то такая скрытая мобилизация или вообще что происходит вот в этом плане? Ну, мой вопрос будет очень коротким. Решение о продолжении призыва в армию весь год, да, это отличается от того, что раньше происходило. Это очень выгодно и для властей. Можно подсчитать, сколько у нас людей, которых можно задействовать на благо армии, а во-вторых, быстрее вычислишь отклонистов, и в-третьих, Министерство обороны сможет быстрее пополнить потери на фронте и в тылу. То есть это, можно сказать, это свидетельство того, что Россия думает больше про войну, чем про мир. Мне кажется, да. И Россия думает тоже, ну, Россия, Путин думает тоже о том, что может произойти в России после окончания войны, что ему нужно очень много военных, очень много полицейских, очень много ФСБшников, которые займутся обществом, у которого возникнут внезапно, так можно сказать, вопросы. А зачем А это вы все было? думаете, что такие вопросы возникнут? Но придет такое время, что такие вопросы возникнут. Мне кажется, что да. Ну а если посмотреть на состояние современного российского общества, почему они эти вопросы не задают теперь? А теперь они не задают этих вопросов, потому что это очень выгодно. Как сказал хотя бы Гарри Каспаров, Путин — это война, и никто не хочет спорить с этим, потому что зачем сесть в тюрьму? Те, которые выступали против Путина, они уехали из России, или они находятся в тюрьмах, или у кого-то уже не хватило как бы стать героем в этой ситуации, и он сидит тихо дома и заботится о свою семью. Во-вторых, я еще хотел бы сказать то, что говорил мне во время наших личных разговоров покойный Сергей Ковалев. Путин не может жить без врагов, потому что диктатуре нужны враги для оправдания нехороших действий. И как мы все знаем из истории, даже из собственного опыта, с диктатурой не поспоришь. И очень много россиян не хочет спорить с диктатурой. Ну и еще есть ситуация такая, что у Путина получилось создать новую элиту. Элиту людей, у которых раньше не было денег, не было работы, а сейчас у них есть все, а у их детей есть отцы-герои, которыми можно похвастаться. Ну, касательно элиты, вот как раз вышло недавно интересное исследование в России, такой проект «Отцы и деды». И там вышло, что только 1% вот этой верховной или там высшей номенклатуры, которая возле Путина собралась, только 1% у 1% номенклатуры родственники на СВО, как они говорят, на войне. То Но есть, если посмотрим только на статистику, да, я согласен, что бедные идут на войну. Но это война, в которой принимают участие те люди, у которых больше ничего терять. Так как я раньше сказал, Путин создал новую элиту. Людей, у которых есть новый статус, которые могут чувствовать себя героями в этой ситуации. Финансовые и политические элиты не нуждаются в таком. У них есть другая задача. Они должны сделать все, чтобы как можно больше людей верило в сказку о хорошем царе Владимире. Но им дольше идет война, тем сложнее ее остановить. Каждый день больше людей зависит от Путина и его войны, и это создает
новое количество людей, зависимых от Путина. И никто не хочет этого терять. Эта война делает бедного богатым, ну, так скажем, от того, у кого есть миллионы, дают еще больше. Это великая опасность. По моим оценкам, когда закончится война, нужно не одно поколение, чтобы ну, как бы воспитать людей, понимающих демократические условия жизни в современном мире, если вообще это возможно. То есть в России каких-то, на ваше мнение, каких-то изменений не предвидится в ближайшее время. Так вообще? По-моему, нет. Путин создал такую ситуацию, в которой есть очень много людей, которым эта ситуация, в которой Россия теперь находится, очень выгодна. Есть, конечно, люди, которые хотели бы открыть Россию для мира, хотели бы но сделать так, чтобы вернуло то, что было еще 10, 15, 20 лет тому назад, но это не получится. Таких людей меньше, чем тех, которые как бы плывут в этом русле, которое для них создал Путин. А вот я еще видел тоже такой Это интересный. я знаю, что это очень грустно, но такая ситуация. Ты сам сказал про фашизм. Эта идеология, она стала в России ведущей. Если мы посмотрим на то, что происходит в детских садах, в школах, на университетах, там воспитается, я не знаю, правильно скажу на русском или нет, но мы в Польше говорим янчаров, так как Турция создавала янчаров, людей, которые не думают, только исполняют приказы, людей, которые но полностью зависят от того, что думают и что им рассказывают их командиры. Ну а по твоему мнению, почему это произошло? Потому что, ну, скажем, Россия, Советский Союз долгие годы гордился тем, что вот эта страна, которая победила фашизм, а теперь сама в это скатывается. И более того, они как бы этого и не видят даже. А есть еще вопрос, а эти люди понимают, что вообще происходит вокруг? Я не говорю про 140 миллионов. Конечно, есть очень много людей, которые понимают, и, как я сказал, для собственной выгоды они просто молчат. Но есть большинство людей, которые не понимают, что за последние 25 лет они скатились до такого уровня, что можно назвать их фашистами. Они верят в то, что говорит им российская пропаганда. Они открывают телевизор, а там им говорят, что наши деды хотели победить фашизм, им не получилось, но на нас теперь обязанность закончить их дело. И очень много людей в это верит. А те, которые не верят, они цинично говорят да, 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 потому что у них за это есть деньги, у них за это есть ордена и еще очень много разных вещей, которых бы раньше они никаким образом не получили. А вот как ты думаешь, сработает ли такой принцип? Я помню, и даже в Беларуси когда-то там дебатировали, что телевизор победит холодильник. Вот тут мы Да, видим это с Путина, Советского который... Союза еще такая поговорка. И по-моему, то, что я тебе сказал, есть возможность, что люди начнут задавать вопросы, когда у них не хватит денег, когда у них холодильник становится более грустным, чем, я не знаю, как сказать, губы какого-то медвежонка, у которого нет вообще еды. Если они откроют холодильник, а там ничего, ну то что? Телевизор, пусть он говорит, мы будем задавать вопросы, а где наша колбаса, а где наше масло, а где наш хлеб? Э, Это не мое мнение, это тоже мнение этих всех советских диссидентов, которые за последние несколько десятков лет смотрели за тем, что происходит в России. В 2016 году многие из них говорили, что такое произойдет, если не удастся как бы остановить этой пропаганды, которая втирает в головы россиян Владимир Путин и государственное телевидение. Но, видимо, не хватило сил этим людям, чтобы это все остановить. Матья, а скажи, пожалуйста, вот ты вот как сегодня смотришь на Путина и то, что вот он говорит, как ты его оцениваешь? То есть, как бы он, не знаю, живет в каком-то своем мире, адекватно, или, ну вот, что происходит с этим человеком, который влияет, к сожалению, на столько много людей?
Я согласен с этими оппозиционерами российскими, которые говорят, что, во-первых, Путин, он привязан своей собственной идеей, что надо восстановить земли, которые потеряла Россия после развала Советского Союза. Во-вторых, ему кажется, что он великий вождь, который сможет стать, я не знаю, вторым Сталином или князем Владимиром. А в-третьих, Владимир Путин действительно живет в нереальном мире, потому что то, что ему рассказывают его командиры, его окружение о ситуации на фронте или вообще ситуации в мире, оно не отражает действительности. Хватит посмотреть хотя бы на российское телевидение, где все говорят, у нас очень много друзей. Путин уезжает в командировку, он встречается с президентами, с премьер-министрами в разных столицах мира. Ну, каких столицах мира? Ну, Путин только что вернулся, когда мы теперь разговариваем сейчас, да, как бы из Киргизстана, но там был еще в Китае, он поедет в Индию, но с этими государствами, которые ведущие в геополитике и в экономике мира, он не встречается, он человек нерукопожатый. А скажи, как ты думаешь, вот еще был такой факт недавно интересный появился про российский бюджет, где я видел такие оценки, что чуть ли не больше вернули в советские времена, и там почти 40% это силовые и военные вот эти статьи бюджета, то есть задачи, то, скажем, если столько забирает силовой блок, то что происходит с остальной страной? Она же очень огромная. Там разные регионы, где беднее, где, ну, где-то чуть побогаче, то, скажем, что произойдет с остальной Россией? Но это большой вопрос, на который я постараюсь ответить, но это, пожалуйста, все, которые нас слушают, пусть они знают, что на такой вопрос нет ответов. Это не большой секрет, что российское общество, да, молча поддерживает Путина. Но всему есть предел. Если хватит денег на медицину, а их не хватит. Не хватит денег на помощь семьям и бедным. Если повышат, ну, примерно, я не знаю, налоги для бизнеса, налоги для обычных людей, если не хватит денег на поддержание школ, разного рода организаций, в том числе пропагандических, влияние режима будет становиться, по-моему, слабее и слабее. Это означает, что люди, так как я уже подчеркивал, могут потихоньку начать говорить, мы недовольны. Вот. Чего боится Путин? Он может, ну, как бы, того, что люди начнут спрашивать, почему эта война, кому она была выгодна, а почему у нас нет того или другого, почему мы не открыты на взаимодействие с западным миром. Но гораздо труднее справиться с обществом, по-моему, у которого возникают такие вопросы, чем отправлять молодых людей на фронт. Ну и во-вторых, если мы говорим уже о бюджете, военном бюджете России, так можно сказать, то Россия готова воевать. И это видно по этим цифрам, которые ты сказал. Она готова воевать еще долго. Но что мир не нужен Путину, я не знаю, но, по-моему, не нужен. Путин готов напасть на другие страны, кроме Украины, или нет, но и больше у него оружия там в России, то он становится опаснее для всех государств, не только тех, которые близко за границей, но и для всей Европы, даже для всего мира. Но на эти вопросы нет ответа. Это тоже означает, что Россия принимает участие в гонке вооружений. И это плохая новость в общем для всего мира. Это так много вопросов, на которые у нас нет ответа. Ответ зависит от настроения одного человека. И эта ситуация, она за гранью нашего понимания вообще. Мне кажется, что люди, которые психически расстроены и у которых есть другое понимание мира, чем у всего общества, они вообще не должны занимать таких постов, как Владимир Путин.
Матея, а если еще такую одну историческую параллель провести или аналогию? В России после вот таких периодов, когда были, ну, такой правитель жесткий, самодур часто, начинался период смуты. То вот как ты думаешь, после Путина, может ли это грозить России? Что вообще там может произойти после Путина? Наверное, но эксперты говорят, что придет кто-то другой, он может быть более мягким или более жестоким в отношении россиян и вообще ситуации с другими государствами. Но мне кажется, этот будет период, в котором чего-то и кого-то не будет в России хватать. Пока есть Путин, Путин держит все в своей руке. Но если придет кто-то на его место, тот захочет делать все по-другому. Мне кажется, ситуация такая, как произошла примерно в Казахстане, где один человек пришел, а другой ушел, но все равно политика меняется очень-очень медленно, в России невозможно. Опасность есть, ну как сказать правильно, опасность исходит от самого Путина, но и опасный период, о котором ты сказал, этот переходный период, когда не хватит Путина, и мы будем ждать, кто займет его место. Есть еще возможность, что придет кто-то, кто просто быстрее отстранит Путина от власти и заберет ему эти все, ну, как Какой-то новый сказать, ну, приход. шнурки, которые он держит в руках. Но это вот тоже невозможно предвидеть. Мгм. Ну тогда я еще хотел бы один вопрос спросить, вот больше уже такой персонально. Ты вот как специалист, человек, который занимается много лет Россией и, ну, одновременно иностранец из другой культуры, то вот что ты для себя понял про Россию? Что это за такая страна, общество? Это тоже сложный вопрос. У тебя как-то сегодня получается с очень сложными вопросами, потому Ну, что, во-первых, если ты работаешь в стране очень много лет, я начал работать еще при Советском Союзе в 91 году. Я собственными глазами видел путь Янаева, так, и эти все события, которые происходили в 90-е годы. Ну, периодически приезжал в Россию. Но потом с начала 21 века уже чаще и чаще, и с 2007 года я как бы работал в этом российском пространстве. Сначала в Минске, Беларусь, а потом уехал в Москву. И в Москве прожил лет постоянно, не знаю, 13 или 14. вот До сих ты, пор ты как бы я понял поддерживаю. их, россиян, умом или не Нет, понял? нет, нет, нет. Но я тоже не согласен с этими всеми сказками, что России невозможно умом понять, потому что это такие тоже пропагандические из 19 века выдумки, чтобы оправдать все плохие действия. То я с такими поговорками не согласен. Но я хочу тебе сказать, так, у меня есть очень много друзей. Во-первых, это были независимые историки, люди, которые занимались журналистикой на всех уровнях, и оппозиционеры. Я с ними поддерживаю до сих пор контакт. Но, во-вторых, я понял, что в России есть очень много людей, которым невозможно доверять, потому что они ранним утром говорят одно, в полдень другое, а вечером вообще скажут тебе такое, что, мало не покажется. И на этом основана, как бы, это основа того, чтобы России вообще не доверять. И если ты мне спрашиваешь мое ощущение в отношении российского общества, это общество, которому невозможно доверять, потому что оно не готово на то, чтобы сотрудничать с кем это бы ни было, на уровне человек с человеком или государство с государством. Если кто-то бы спросил, боишься России? Не, я не боюсь.
Там есть очень много вещей, которые я принимаю очень позитивно. Так, я говорю про культуру, про связи с людьми одинаково мыслящими. Я говорю про людей, которые понимают все условия демократического общества, в которых это общество должно существовать. Но есть очень много людей, которые по традиции как бы привязаны этому аппарату, который создавали еще в Советском Союзе НКВД, КГБ, сегодняшний ФСБ, полиция. Это люди, которые думают только о том, как сделать плохо другому человеку. Пусть очень много хороших людей, которые меня слушают, простит меня за это, но такое ощущение, такая картина общая России для меня. Я не буду говорить про ландшафт, я не буду говорить про Байкал, я не буду говорить про Алтай, но это не время, чтобы мы рассказывали, какая Россия хорошая страна для туристов. Это не то. Говорим про политику, и пока не закончится агрессия России на Украину, мне кажется, что по-другому России невозможно принимать. Большое спасибо. Польское радио на русском.